Когда Лия подписывала документы о разводе и в отчаянии выкрикнула «Я клянусь, ты больше никогда меня не увидишь», в ее голосе звучала боль человека, который до последнего верил в любовь. Марк лишь усмехнулся с ледяным спокойствием человека, который считал эмоции слабостью. Для него это был конечный штрих — освобождение от неудобств, которые он ошибочно называл браком. Он даже не посмотрел на нее, лишь протянул чек на $300, жалкую компенсацию за 6 лет совместной жизни, и сказал «Ты справишься». Тогда он действительно верил, что это щедро. Прошло 3 года. 3 года, в течение которых Марк превратился из просто успешного бизнесмена в почти легенду города. Его сеть отелей стала монополией, его имя звучало в новостях, его состояние росло, а сердце оставалось столь же пустым, как и его роскошный пентхаус на 50-м этаже. Вечером, когда он вошел в ресторан «Аурелио», место, где столики бронировали за полгода, он чувствовал себя непобедимым. Его костюм сидел безупречно, часы стоили дороже, чем квартира в хорошем районе, а рядом с ним шла Ава Лорен. Молодая модель с идеальной улыбкой и пустыми глазами, которые отражали только собственное отражение. Она рассказывала о фотосъемках, показах и поклонниках, а Марк слушал одним ухом, отмечая мысленно цифры новой сделки. Но все рухнуло в тот момент, когда к его столику подошла официантка с бутылкой вина. Это была Лия, его бывшая жена. Она стояла прямо перед ним, и мир перестал существовать. Лия была беременна. Живот выдавал как минимум 7-й месяц, и ее руки слегка дрожали, когда она держала бутылку. Ее лицо было бледным, под глазами залегли тени усталости, волосы были собраны в простой хвост, без следа прежней ухоженности. Она выглядела так, будто жизнь била ее без остановки, а она все равно стояла. Но хуже всего были глаза. Глаза, которые когда-то смотрели на него с любовью, теперь смотрели с ужасом, болью и тем унижением, которое человек испытывает, оказавшись лицом к лицу с прошлым. Когда подошла Ава, ничего не подозревая, Лия буквально выскользнула прочь, и Марк, не понимая, что делает, побежал за ней. Он прошел через кухню, игнорируя протесты персонала, и догнал ее у черного выхода. Лия пыталась держаться спокойно, но слова вырывались срывающимся шепотом. Она жила в районе, где автобусы ходили раз в час, где вода иногда отсутствовала, где стены домов трескались от времени. Она работала официанткой 5 дней в неделю и уборщицей по выходным, чтобы оплатить крошечную однокомнатную квартиру, где даже кровать была куплена в комиссионке. Она пыталась вернуться к работе учителя рисования, но ее не брали. Слишком большой перерыв в карьере. Она встретила мужчину, архитектора по имени Рейес, который казался добрым, заботливым, говорил, что хочет семью. Она поверила. Забеременела. Он сделал предложение. Лия думала, что жизнь наконец-то дала ей шанс. Но однажды дверь открыла жена Рейеса. Настоящая, законная жена. И сочетание боли, стыда и предательства, которое Лия пережила в тот момент, оставило на ней след, который Марк чувствовал почти физически. Рейес исчез. Телефон сменил. Никакой помощи. Никакого участия. Марк слушал и ощущал, как мир рушится внутри него, один осколок за другим. Он хотел сказать, что ему жаль, но понимал — это пустые слова. И тогда Лия сказала то, что стало последним ударом. Когда в клинике спросили, кого указывать как экстренный контакт, она вписала его имя, потому что больше никого не было. Марк вернулся в пентхаус, где стеклянные стены отражали лишь его одиночество. Он сидел всю ночь у окна, впервые задавая себе вопросы, на которые не хотел смотреть раньше. Что он сделал с единственным человеком, который его любил? Где был все это время?
Почему не замечал, что разрушил ее жизнь? Утром он поручил своей помощнице Элеоноре собрать все о Лии. К полудню у него были данные. Доходы ниже прожиточного минимума, 2 рабочих места, отсутствие страховки, беременность с анемией и повышенным давлением, ухудшение состояния из-за стресса, возможность осложнений. Марк чувствовал, что тонет. Вечером он пришел в ресторан. Сел за столик в зоне, где работала Лия. Наблюдал, как она держится за поясницу, когда думает, что никто не смотрит, как она тяжело дышит, поднимая поднос, как улыбается клиентам, будто ее улыбка — единственное, что держит мир от разрушения. Когда она подошла к нему, он сказал, что знает всю правду, что любит ее, что был идиотом. Лия заплакала. Не громко, а так, как плачут люди, которые устали быть сильными. Менеджер разрешил ей уйти пораньше. И они поехали в маленький ресторанчик «Старый Винченцо». Там, среди запаха томатов и базилика, они впервые за 3 года говорили по-настоящему. Она сказала, что не может снова доверять. Он сказал, что не просит доверия, просит лишь шанс доказать. Лия выдвинула условия. Никаких денег, покупающих прощение, никаких исчезновений, только участие, только честность, только действие. Марк согласился и начал выполнять обещания. Он стал ездить с ней на осмотры в государственную клинику, где пластиковые стулья резали спину, а врачи извинялись, что не могут уделить столько времени, сколько требуется. Он видел, как Лия ждет часами, как сжимает зубы от боли, как боится ночами из-за давления и судорог. Он привозил еду, готовил, читал статьи, книги, учился пеленать. Он перестраивал расписание, переносил встречи, впервые в жизни ставя человека важнее бизнеса. Лия поначалу не верила, потом привыкала. Потом начала ждать его. Когда начались роды, Марк был рядом. Он помогал дышать, держал ее голову, вытирал пот со лба. Он видел, как появляется голова ребенка, слышал первый крик и плакал сам. Так, как никогда не позволял себе раньше. Лия назвала сына Матео. Марк сказал: «Хочу, чтобы он носил мою фамилию». И Лия сказала: «Он твой в сердце. Этого достаточно». Через полгода они жили в доме в тихом районе. Лия снова преподавала рисование. Марк работал меньше, но чувствовал, что живет больше. Матео рос, улыбался, тянул руки к нему, словно никогда не сомневался, кто его отец. И однажды вечером, когда Лия сидела на полу, раскрашивая набросок, а Матео играл у него на руках, Марк понял — он всю жизнь строил империи, чтобы заполнить пустоту. А все, что ему действительно было нужно, это она и их сын. И этот дом, полный тепла, смеха и любви, стал самым драгоценным богатством. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.